Наконец-то мы доделали ремонт ванной. Вы этого ждали? Я очень. Привет! Это уже 6-й выпуск про ремонт ванной своими руками на нашей съемной квартире. В предыдущих частях мы подготовили и покрасили стены и кафель, переделали старый короб под сантехнические трубы, организовали выдвижную систему хранения под ванной, также изготовили милую тумбу под раковину с ротанговыми дверцами и даже залили раковину из бетона. Если вы вдруг пропустили какой-то из выпусков, в описании будет ссылочка на плейлист. Рекомендую туда заглянуть, там много всего интересного. Ну а сегодня мы наполним ванную декором. Сделаем раму для зеркала, вешалку под полотенце и ротанговую столешницу для стиральной машины. Я Катя Панкова, и мы начинаем. А начнем мы с самого простого – вешалка для полотенец. Я наткнулась на вот эту фотографию, и эта вешалка просто запала мне в душу. Попытаемся сделать что-то подобное. Берем любую доску толщиной 1,5-2 см. У меня это лиственница. Тут даже будет лучше, если вы найдете доску подходящего размера на улице. Но главное, чтобы дерево было в хорошем состоянии, не трухлявое. Идеально подойдут строительные доски, которые просто хранятся на улице без навеса. Вооружаемся стамеской и железными щетками. Нужно создать грубую, природную фактуру дерева. Я начала робко так по чуть-чуть строгать дощечку. Боялась сделать какое-то неправильное движение, которое испортит внешний вид будущей вешалки. Но потом вошла во вкус, вооружилась молотком и давай крушить, ломать. Честно говоря, мне очень понравился этот процесс. Состаривать дерево крайне увлекательно. Это практически неконтролируемый процесс, но от этого еще интереснее. Не знаешь, какой результат тебя ждет. И выводить фактуру можно до бесконечности долго. Я пошла по такому пути. Сперва набросала крупные мазки, а потом их доводила до идеала, а точнее наоборот, делала их крайне неидеальными. Латунной щеткой вычесывала мягкие волокна древесины. Потом это все сглаживала наждачкой, чтобы получился эффект вымытого дерева. Наделала шилом отверстие от жучка. Шляпкой самореза сделала неаккуратные вмятины, чтобы стало заметно, что эта деревяшка повидала жизнь. И прям молотком по ней, молотком. Потом все это еще раз зачистила щеткой, чтобы все эти травмы стали не свежеобретенными, а уже местами зажившими. Странное, наверное, описание работы с обычной деревяшкой, но именно это я представляла и пыталась воплотить в жизнь. На мой взгляд, результат получился достаточно реалистичным. И после всех манипуляций можно покрывать дерево. Я сперва взяла пропитку цвета дуб. Мне понравился этот цвет на фанере. Он как раз получается состаренный. Но вот не в случае с лиственницей. Черная пятница совсем скоро. Не забывайте заглянуть на list.sale. Если вы делаете ремонт или просто решили сменить интерьер, то наверняка задумывались о том, как на этом сэкономить, но при этом сделать качественно. Хочу порекомендовать вам сайт list.sale, на котором вы сможете сэкономить до 250 тысяч рублей на покупке кухни, мебели, бытовой техники и многого другого для обустройства квартиры или дома после ремонта. Лист – это распродажа выставочных образцов и уцененных товаров от крупных производителей и ритейлеров. Это товары в единичном экземпляре, новые или с небольшими дефектами, складские остатки или выставочные образцы. На list.sale вы сможете оформить доставку и сборку в любой город России. А по промокоду Панкова вы получите 250 бонусных баллов на первую покупку. А среди всех, кто зарегистрируется по моему промокоду до 28 ноября включительно, ребята разыграют 5000 бонусных баллов на первую покупку. Переходите на list.sale по ссылке в описании. После высыхания пропитки я примерила крючки, чтобы оценить результат, и поняла, что мне не нравится. Оттенок был желтый и местами даже розоватый. Но все это поправимо. У меня есть масло цвета палисандр, которым я покрывала все изделия в ванной. Этот оттенок темнее предыдущего, так что он с легкостью перекроет цвет. И в этом цвете мне нравится гораздо больше. Такие состаренные деревяшки еще можно покрывать маслом с белым пигментом. Тогда будет похоже, будто вы нашли эту дощечку на берегу моря. Главное нанести масло на всю поверхность и снять излишки именно с верхних слоев. И белый пигмент останется только в углублениях. Будет очень красиво. А я решила тоже добавить белесости своей вешалки, но слегка-слегка. В темном цвете, мне кажется, получилось слишком брутально. Смешала масло с белой акриловой краской. Размашистыми движениями кистью наношу эту смесь. И не дожидаясь высыхания, снимаю излишки ветошью. Я нанесла еще один финишный слой прозрачного масла. И после высыхания можно намечать расположение крючков.
На стену мы будем крепить на дюбеля насквозь. Шляпки я спрячу под крючками. Поэтому сперва отметила расположение крючков, а потом уже нашла незаметное место для дюбель-шурупов. Под шляпки я просверлила небольшое углубление сверлом побольше и тонким сверлом сделала отверстие под сами шурупы. Теперь можно закрепить вешалку на стене. В конце ролика увидите полную картину, а сейчас продолжаем. На очереди зеркало. У нас было уже зеркало с полочкой, полочку я сняла, а вот зеркало оставила. Сделаем для него обрамление. В качестве основы для зеркала я буду использовать фанеру толщиной 15 мм. Это излишняя толщина, но я использую просто остатки материала, который у меня есть. Так уж вышло, что я любительница отрезать все, не перепроверяя. И мне не хватило фанеры на задник для зеркала. Оставшаяся часть пойдет на столешницу. Пришлось соединять фанеру из двух частей. А соединять я буду, как всегда, на косой шуруп. Ну вот, задняя часть зеркала готова. Теперь дело за рамой. Раму я буду делать из клееной доски толщиной 1 см. Углы рамы будут соединены под 45 градусов. Делаю первый спил. И отмечаю длину, которая мне необходима. Так у меня получились две короткие стороны. Сверяю, все ли верно, и распиливаю доску для двух длинных сторон рамки. Решила сразу примерить с зеркалом. Меня все устраивает, но это еще не конец. Рамка будет не совсем обычная. Верхняя часть рамки будет уже, чем нижняя часть. И их будут соединять боковые стенки, которые мы отпилим под углом. Делаю разметку. И распиливаю доски вдоль на циркулярке. Все эти работы можно сделать при помощи лобзика и стусла с ручной пилой. Все недочеты останутся на задней части зеркала, и их не будет видно. Так что не расстраивайтесь, если у вас нет такого же инструмента, как у нас. И с простыми инструментами все получится отлично. Готовим все детали к сборке. Для начала шлифую. Но места соединения я не зашлифовываю, чтобы не сбить углы. Приступаем к сборке. Промазываю места соединения столярным клеем. Взяла влагостойкий. И собираю рамку. Стягиваю все это струбциной. Если у вас нет струбцин, не беда. Фиксируйте все на гвоздике без шляпок. Я тоже берусь за гвозди, потому что струбцина стягивает только по углам, а мне нужно притянуть по всей плоскости. Вот большими струбцинами мы пока не обзавелись. Оставляем раму сохнуть, чтобы клей сделал свою работу. Делаю замес шпатлевки на основе древесной пыли и связующего для шпатлевки от Борма. Можно подобрать просто шпатлевку в цвет покрытия, чтобы она не выделялась. И зашпатлевываю все щели на раме. После высыхания шпатлевки можно шлифовать. Хорошо, что сохнет она быстро. Подходим к финалу. Покрытие. Я снова выбираю ту же лазурь в цвете палисандр. Сзади наношу масло только ближе к краю, чтобы не проглядывали непрокрасы. Внутри тоже только по углам прохожусь маслом. В центре будет приклеено зеркало. Масло нам там ни к чему. Через несколько минут снимаю излишки ветошью. Цвет я нанесла в один слой, а вот финишем покрыла в 2 слоя. Очень мне полюбилось это масло, крайне приятное на ощупь и хорошо защищает от воды. Главное не пренебрегать межслойной шлифовкой, тогда покрытие будет шелковистым.
шелковистым. Можно устанавливать зеркало. Протираю обезжиривателем. Наношу клей для зеркал и оставляю на 10 минут. И можем клеить зеркало на основу. Упс. В общем, зеркало вошло с трудом, Паша помогал. Лучше сделать зазоры, чтобы не было такой проблемы. Еще неизвестно, к чему это приведет, когда дерево начнет расширяться и сужаться. Оставила под прессом на некоторое время. С обратной стороны прикрутила крепление для зеркала. Но прежде чем вешать зеркало на стены, нужно разобраться с переходом со стены на плитку. Разница перепада довольно большая, местами чуть ли не сантиметр. Мы сперва хотели скрыть этот переход белым силиконовым герметиком, но, как видите, получается такой себе результат. Все потому, что очень большая толщина герметика и криво уложенная плитка. Возможно, еще мои кривые ручки. Я срезала силикон, и мы пришли к другому выходу. Взяли вот такие штапики. Нарезаю их под 45 градусов. У пластика сероватый оттенок, поэтому я буду красить штапики в цвет плитки. Перед покраской шлифую поверхность. Первым наношу грунт. На следующий день покрываю уже краской. Приклеиваем штапики на монтажный клей. Мне вообще не понравилось, как получилось. Я очень сильно расстроилась. Ведь уже не отодрать. Но мы пошли до конца. Образовавшиеся щели заполняю силиконовым герметиком. Вышло, кажется, еще хуже. Надо было оставлять в первоначальном виде. Но что получилось, то получилось. Зато отлично получилось нанести герметик на стыке плитки и ванны. Тут я приклеивала скотч для того, чтобы получился ровный край, и вышло отлично. Еще и экран загерметизировали. Везде мы использовали санитарный герметик, чтобы в нем не завелась жизнь. Все-таки это ванная комната. И мы наконец-то можем повесить зеркало. Чтобы попасть в центр крепления, мы наклеили на заднюю стенку зеркала скотч и сделали пометки. Теперь переносим эти размеры на стену и можем устанавливать крючки. Вот такое зеркало у нас получилось. Переходим к следующему предмету, который нужно апгрейдить. Стиральная машина. Она у нас старенькая, и ее верх выглядит особенно грустно. Я хочу закрыть это безобразие ротанговой столешницей. У меня как раз остался кусочек. Итак, ротанговая столешница для стиральной машины. Распиливаю фанеру. Она будет служить основой для столешницы. Фанера все та же, 15 мм. Можно взять сильно тоньше, но, думаю, не тоньше 8 мм. Размер основы на 5 мм больше по ширине и глубине стиральной машины. Основу я покрыла твердым маслом, чтобы защитить фанеру от влаги. Когда фанера высохла, можем натягивать ротанг. У меня натуральное ротанговое полотно Клеопатра, и, похоже, его больше не продают. Я покупала его давно. Ротанг я вырезаю по размеру основы с небольшим запасом. Чтобы ротанг хорошо натянуть, для начала его нужно напитать водой. Тогда ротанг слегка набухнет, расширится, мы его зафиксируем скобами, и после высыхания он сожмется и натянется очень хорошо. Полотно не помещается в контейнер, поэтому придется периодически переворачивать рулон. Пока ротанг принимает ванну, мы подготовим обрамление для столешницы. Мы купили деревянные внешние уголки. Они будут являться рамкой. С отпиливанием уголков под 45 градусов не сразу задалось. Крутила, вертела, все не могла понять, в какую сторону нужно повернуть уголок и как его зафиксировать. Но тут помог брусочек. Спустя, наверное, полчаса наконец-то уродились у меня правильные уголки. Кажется, это успех. Ротанг за это время уже отлично напитался водой. Можем его прибивать. Натягивать ротанг очень просто. Нужно зафиксировать его по осям с небольшим натяжением. Тянуть со всей дури вовсе не нужно. Даже если вы чувствуете, что сейчас ротанг слабо натянут, после высыхания все будет четко. Не переживайте. И потом уже забиваю скобы по всему периметру. Также слегка натягивая ротанг.
Все готово. Лишние торчуны отрезаю канцелярским ножом. Ротангу нужно дать высохнуть, прежде чем приклеивать рамку. Берусь за столярный клей и промазываю им места соединения. Тут я использую ленточную струбцину, но если есть достаточное количество обычных зажимных струбцин, используйте их. А если вообще нет струбцин, фиксируйте гвоздями. Я вот все равно забиваю гвоздики без шляпок, так как струбцина фиксирует только по углам. Оставляем столешницу до застывания клея. И ротанг на следующий день до конца высох. Как видите, натянут хорошо, без провисания. Я сошлифовываю излишки клея, чтобы они нам не мешались. Щели заполняю все той же шпатлевкой из древесной пыли и связующего от борма. После высыхания шпатлевки можно шлифовать. Я шлифую вручную, чтобы подобраться ко всем уголкам. Да и сам уголок шлифовать шлифмашинкой не очень удобно. Хотя лучше бы я зашлифовала машинкой. Сейчас увидите почему. Убираем всю пыль и приступаем к нанесению лакокрасочного покрытия. Я использую ту же лазурь для дерева цвета палисандр. Решила ротанг не заклеивать, буду защищать его вот таким блистером от упаковки. И вот как раз то, о чем я говорила. Видите эту шагрень? Это непрошлифованные волокна древесины. Кажется, что зашлифовала хорошо, но масло тебе покажет всю правду. И в целом такая фактура имеет место быть. Это дает эффект брутальности, ручной работы. Но я буду перекрашивать. И не потому, что масло легло не так, как я хотела, а просто мне не нравится цветовое сочетание. Больше походит на стиль рустик, что-то такое деревенское, теплое. А в нашей ванной, кажется, уже перебор с деревом. Поэтому я решила перекрыть дерево краской. Тут уже заклею ротанг скотчем. Конечно, наносить краску поверх масла не самая лучшая идея, но я все же попробую. Чтобы улучшить адгезию, первым слоем будет грунт, а в качестве цвета я выбрала цвет стен. И вот, что у меня получилось. Ротанг я ничем не покрывала, не думаю, что возникнут какие-то проблемы с уборкой. Пылесос и влажная тряпочка в помощь. Как вам такая идея со столешницей? Вместо ротанга можно использовать плотные ткани в натуральных оттенках. Их можно защитить лаком. Думаю, вы заметили, что в ванной нет баночек со средствами для душа. Все потому, что нет полочки. Давайте исправлять. Мы купили в Икее вот такую большую полку. Все ссылки на декор будут в описании. Я решила расположить ее за занавеской, чтобы та не бросалась в глаза. Пестрые бутылочки все портят. Так-то лучше. Я думаю, вы обратили внимание, что у нас в ванной темновато. Настенного светильника недостаточно, поэтому мы купили в Икее потолочный светильник. Штробить, конечно же, мы ничего не будем, сделали внешнюю проводку с декоративными проводами. Единственное, лучше было бы, наверное, провод подобрать ближе к цвету стены, а не к цвету потолка. Осталось наполнить комнату декором. Я решила добавить зеленого цвета в интерьер, поэтому полотенца зеленые. На столешнице пусто. Исправляем. Металлический поднос, вот такое интересное кашпо с искусственным цветочком, свечка и насыпем арома-саше. Еще шкатулочка. Внутри женские штучки, но об этом никто никогда не догадается. Очень удобно. Рекомендую. В Юске мне попалась на глаза вот такая корзинка. Как думаете, для чего она? Для туалетной бумаги. Мне очень понравилась такая идея, так что внедряем ее к нам в ванную. Нам показалось, что в этой части не хватает зеленушки, поэтому мы прикупили вот такую подвесную корзинку и искусственный вьюн. Вешаю на быстросъемные крючки, чтобы легко можно было перевесить декор в другое место, если вдруг он надоест. А на зеркале отлично вписался аромадиффузор. Над змеевиком я хочу еще повесить постеры, но пока не нашла подходящие. Изменения вы увидите в моем инстаграм, так что жду вас в гости. Ну что, готовы увидеть до-после?
Как вам такое перевоплощение? Мы буквально ненадолго прервемся на новогодний декор. Следующий ролик выйдет 5 декабря, прямо на мой день рождения. А потом снова окунемся в ремонтные истории уже в прихожей. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. И до новых встреч. Пока!